Друзья, не буду вас томить, мы отправляемся, наверное, в одно из самых райских мест на Земле – на Гавайи. И это будет не очередное видео с перечнем достопримечательностей. Я поделюсь с вами маршрутами, локациями, которые нельзя пропустить, а также расскажу, как нам удалось сэкономить $1000 на нашем отпуске. И, конечно же, расскажу вам интересные факты о жизни на Гавайях. Они вас точно удивят. Вы на канале American Vulca, и наше приключение начинается прямо сейчас. Добро пожаловать на Гавайские острова. Они расположены в северной части Тихого океана и были образованы за счет извержения вулканов. Место, скажу я вам, неспокойное, но безумно красивое. Островов на самом деле 24, но когда мы говорим про Гавайские острова, то обычно имеем в виду самые крупные. Например, остров Гавайи, он же Большой остров. Именно на нем извергался вулкан во время нашего отпуска. Здесь находится 5 вулканов, 3 из которых активные. Затем остров Мауи. Это отличный остров для спокойного семейного отдыха с интересным маршрутом по его периметру. Остров Оаху, герой нашего сегодняшнего выпуска, живой, с развитой инфраструктурой и красивыми пляжами. Здесь находится город Гонолулу, который является столицей штата Гавайи. Еще отмечу остров Кауаи, утопающий в зелени из-за большого количества осадков с его живописными каньонами. Нам, как туристам, острова могут предложить разный вид отдыха. Выбирайте под свои потребности. После 6-часового перелета над бескрайним Тихим океаном мы приземлились на острове Оаху, в международном аэропорту Гонолулу. Уже с первых минут начинаешь чувствовать особую атмосферу острова – пальмы и теплый океанский бриз. До отеля мы добирались на такси, так как арендовать машину мы планировали только в последние 3 дня нашего отпуска. По количеству дней для аренды получилось идеально, на мой взгляд. За эти дни удалось объехать все интересные локации на острове и при этом не переплачивать за аренду машины в оставшиеся дни. Плюс парковка при отелях в среднем здесь стоит $50-60. Наш отель находился в самой популярной локации – Вайкики-Бич. Это идеальное место для тех, кто хочет сочетать отдых на пляже с городской жизнью. Здесь царит атмосфера вечного лета. Серфингисты ловят волны, а за спиной возвышается вулкан Даймонд Хэд, один из символов Гонолулу. Так, ребята, сразу хочу поделиться с вами первыми впечатлениями, которые у меня возникли после того, как я увидела Вайкики-Бич. Это такая главная локация, куда обычно все приезжают. Здесь расположено огромное количество отелей. Когда мы вечером пришли на эту улицу, то первое впечатление это было, как будто я уже здесь была. На самом деле оно очень похоже на Ocean Drive. Это улица на Майами-Бич. Тоже с одной стороны океан, с другой стороны кафешки, ресторанчики. Единственное, что здесь дорога, которая разделяет рестораны и океан, она не пешеходная, в отличие от Ocean Drive, но атмосфера очень похожа. Этот район известен своими пляжами, возможностью серфить, большим количеством отелей, кафе, ресторанов, а также различных магазинов. В пешей доступности располагаются зоопарк и океанариум, что особенно актуально, если вы путешествуете с детьми. Пляжи тут бесплатные, доступны абсолютно всем, песок приятный. Здесь можно арендовать серфы, зонтики, стулья непосредственно на пляже, но также можно арендовать их через дорогу. Например, стулья и зонтики там стоили дешевле. Температура воды тут волшебная. Впервые за весь опыт моих путешествий мне не было холодно плавать. Я, признаюсь, я еще та мерзлячка, но вода тут была действительно комфортной. Но, ребята, не все так сладко, есть и минус. На дне можно найти много кораллов. Если у берега обычно все чисто, то стоит немного отойти, то там встречаются прям заросли. Не то чтобы они острые, но если вы серфите и падаете или ходите, то, честно, удовольствия вы получаете мало. Надевайте специальные тапочки для плавания, чтобы минимизировать ваши страдания. Но на пляже есть и такие огороженные, более чистые пространства. Там без особых волн, на мой взгляд, идеально для детей. Мы тоже решили попробовать, что такое серфинг. Арендовали доски. Стоимость была $25 в час. У меня, к сожалению, не получилось не то, что встать на доску, даже чуть-чуть приподняться. Видимо, не та у меня физическая подготовка.
Но вот у дочки в первый же день получилось и встать, и поехать. Поэтому мы решили закрепить результат и арендовали доску несколько раз. Там же можно было взять и уроки, если не ошибаюсь, за них просили около 100-120 долларов в час. Есть интересный факт относительно песка на этом пляже. Он здесь привозной, все дело в эрозии. Со временем песок вымывался, и чтобы восстановить пляж, его привозили с различных мест. Примерно 100 лет назад песок везли из Калифорнии, но это оказалось дорогим процессом. В последнюю реставрацию использовали песок, который располагался в 1,5 километрах от береговой линии самого пляжа. Рядом с Вайкики-Бич располагается еще один символ острова Оаху – кратер вулкана Diamond Head. Взрыв произошел около 300 тысяч лет назад, образовав кратер в виде блюдца. Сегодня у нас первый световой день, мы вчера прилетели, уже темнело, и сегодня проснулись рано. Мне кажется, все гости Гавайев просыпаются рано, наверное, кроме японцев, которые прилетают из Японии. На сегодняшний день мы планировали посетить зоопарк. Зоопарк открывается в 10 часов, и пока у нас есть время, мы решили сходить до Diamond Head, это вулкан. Мне кажется, это отличная идея идти туда именно утром, потому что там цвет такой красивый. То мы с вами на Виста-Пойнте у Diamond Head добрались сюда. Не без приключений, с ребенком идти сложно, но еще на саму гору мы не забрались. Идти не знаю сколько, возможно, идея идти пешком была не самая удачная. Ребята, это наша вторая попытка попасть на Diamond Head. На этот раз мы решили не геройствовать, не идти пешком. На самом деле эта идея была достаточно глупая, не советую. Мы доехали на такси непосредственно до чаши, то есть вот это кратер вулкана, внутри такое пространство плоское. Я сейчас вот ему покажу. Нас довезли, и наша задача сейчас подняться непосредственно на каемочку. Чуть больше 100 лет назад здесь была построена тропа в рамках оборонительной системы острова. И на данный момент по этой тропе можно подняться на кромку кратера и полюбоваться как самим кратером, так и видами береговой линии. Летать на дроне тут нельзя, но если честно, оно и не нужно. Вы можете своими глазами увидеть всю эту красоту. Мы добрались, конечно, через... Тропа интересная, с лестницами, тоннелями, бункерами. Мы потратили примерно час на то, чтобы подняться и спуститься. Если соберетесь сюда ехать, то не забудьте сделать резервацию заранее. Стоит она $5 на человека, а припарковаться здесь можно за $10. Сюда мы ехали от отеля на такси, с нас взяли $10. Еще и рассказали про местный фермерский рынок, до которого мы пошли после хайка пешком. Рынок, на мой взгляд, оказался очень туристическим, с соответствующими ценами. Много вариантов по еде, меду, но мы искали кокос с соком. В итоге кокос мы нашли. Сам кокос, его очистка, смузи из ананаса и манго в ананасе обошлись нам $27. На мой взгляд, переборчик, если еще и учесть то, что какого-то вкусового торжества не случилось. Как я уже упоминала, рядом с Вайкики-Бич расположены зоопарк и океанариум. Зоопарк достаточно просторный. Там были забавные обезьяны, слоны, делающие важные дела на камеру, жирафы. По сравнению с зоопарком в Сиэтле или Сан-Диего он, конечно же, скромнее, но все равно прогуляться можно. А вот океанариум очень маленький, и еще при этом морской котик был в отпуске. Мы в этом году были в океанариуме в Лос-Анджелесе, поэтому контраст ощущался очень сильно. В общем, имейте в виду, небольших ожиданий не стройте. Теперь я расскажу вам про приключения, которые точно нельзя пропустить, если вы прилетели на Оаху. Наш новый день начался с того, что мы решили отправиться на экскурсию, но необычно. Мы будем плавать с черепахами. Здесь, рядом с Вайкики, недалеко от берега, находится коралловый риф, где плавают черепашки. От берега непосредственно самим доплыть достаточно сложно, поэтому организуются туры, и на разных лодочках можно доплыть до него. В нашем случае это 2-часовой тур.
мы планируем там поснорклить и, если повезет, еще по пути увидеть каких-нибудь китов, дельфинов и прочую морскую живность. Обязательно возьмите водную экскурсию к Черепаховому каньону. Там вы можете поплавать с маской среди морских черепах в их естественной среде обитания. Только помните, черепах нельзя трогать или подплывать к ним слишком близко. Это запрещено законом. Мы бронировали экскурсию за день до отплытия. Я сравнивала цены в отеле и в интернете. В итоге выбрала второй вариант. Нас забрал автобус компании рядом с отелем и довез до пирса. Там нас ждал катер. Что мне понравилось? Людей было немного, ощущение толпы отсутствовало. Нам выдали все необходимое. Маски, ласты, жилеты. На борту были вода и легкий перекус. Плавание оказалось потрясающим. Мы видели черепах и на дне, и на поверхности воды. И самое удивительное, несколько раз мы встретили дельфинов, да еще и в таком количестве, что я даже не могла вообразить, что такое возможно. После снорклинга катер подплыл к берегам Даймонд-Хед, и у нас была возможность увидеть этот известный вулкан с воды. Вся прогулка длилась около 2 часов, и это было настоящее приключение, которое мы точно запомнили надолго. На следующий день мы отправились в важное для Гавайев и всей страны место. Мы решили посетить Пёрл-Харбор, мемориал USS Аризона. Именно здесь 7 декабря 1941 года произошла атака со стороны Японии, и после этого США вступила во Вторую мировую войну. Если вы решите посетить этот мемориал, обратите внимание на несколько организационных моментов. Первое, лучше бронировать билеты заранее. Без этого можно потерять много времени в очереди. Второе, сам мемориал вы можете посетить бесплатно. Но если хотите посмотреть подлодку или авианосец, то придется купить отдельные билеты. И третье, с сумками туда нельзя, но там есть камера хранения. Сдать вещи можно за $7. Мы добирались от отеля до Пёрл-Харбора на такси за $30. Обратно цены на Uber оказались в 2 раза выше – $60. Поэтому мы решили воспользоваться автобусом и доехали до центра Гонолулу. Кстати, о транспорте. Если вы пользуетесь автобусами, возьмите на заметку. Стоимость одной поездки $3 для взрослых и $1,5 для детей. Имейте при себе наличные, мелкие деньги. Также вы можете купить транспортную карту за $2. Она позволяет сэкономить на пересадках. В течение 2,5 часов пересадки бесплатные. Купить ее можно, например, в ABC Store. В центре Гонолулу мы нашли главную рождественскую елку города. А еще посетили выставку необычных елок в местном сити-холле. Это было очень красиво и добавило праздничного настроения. Так, все, друзья, сегодня, наверное, 4-й день нашего отпуска. Мы подсобрали вещички и сейчас поедем за машиной. Машину мы будем брать в аэропорту, и по планам у нас будет где-то, наверное, 2,5 дня, чтобы на ней покататься. Мы планируем проехаться по южной части острова, по северной части острова, а там обещают красивейшие пляжи. Я взяла с собой дрон, полетаю и покажу вам эти видео. И вот настал день, когда мы взяли машину на прокат. За ней мы поехали в аэропорт на такси. Да, ее можно было взять недалеко от отеля, но мы решили арендовать именно Теслу. Я буду впервые кататься на Тесле. Что нам сказали? Суперчарджером не чаржить, 70% зарядки вернуть. Знакомьтесь. Я на ней никогда не ездила, а в наличии они были только в аэропорту. Мы еще, конечно, не знали, с какими проблемами нам придется столкнуться, но об этом попозже. Сохраняйте места, которые мы посетили. Полный список будет в описании к видео и в моем телеграм-канале. Маршрут первого дня проходил по восточной и северной частям острова. Из аэропорта мы сразу отправились в Куалоа Regional Park. Здесь расположен пляж на фоне гор. Судя по фото, можно встретить черепах, однако нам не повезло. Есть места для пикника и большое зеленое пространство. На мой взгляд, главная особенность – это островок Макалии, на котором расположен одноименный трейл. До него можно доплыть на каяке, но мы добрались с моим Толиком по воздуху. Вид, конечно, был волшебным. Ну что, друзья, сделаю вам небольшой обзор Теслы, раз она уже оказалась в наших руках.
Печальненько, но я вышла сегодня из номера в тапочках, поэтому пока еще лично не пробовала, но уже мы столкнулись с некими проблемами. Прежде чем поехать на Тесле, вам нужно прочитать инструкцию, потому что, ладно, с двери мы откроем, кнопочку нажмем, мы все поняли, а затем мы садимся и не понимаем, а как же ее завести. Пришлось лезть в YouTube и смотреть. Дальше мы отправились в городок Лаи, в котором расположено несколько необычных мест. Во-первых, если вам интересна такая религия, как мормонство, то можно заехать в храм мормонов Лаи Хавайи Темпл. Архитектура поражает, но стоит учитывать, что каждому посетителю здесь уделяют много внимания, что может быть некомфортным. Во-вторых, культурный полинезийский центр. Здесь проходит шоу, рассказывающее о полинезийской культуре. Очень хотелось его посетить, но стоимость билетов оказалась высокой – от 100 до 300 долларов на человека. Ребята, если кто-то из вас тут был, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями в комментариях. Стоило ли оно своих денег? Было ли там интересно? И третье место – природный парк Лаи Point State Wayside. Здесь красивые виды, скалы и арка на острове Кукуихулуа. Здесь мы долго думали, запускать ли нам дрон через дырку в скале или не рисковать. В итоге мы не решились это сделать. Не очень-то хотелось разбить Толика в первый же его полноценный отпуск. После этого мы отправились на северный берег острова. Северный берег Ааха известен своими огромными волнами и мировыми чемпионатами по серфингу. Буквально за пару дней до нашего приезда сюда здесь этот чемпионат и проводился, но мы об этом узнали слишком поздно, чтобы менять наши планы. Но даже если вы далеки от серфинга, приехать сюда стоит только ради невероятных видов и уникальной атмосферы. Зимой здесь можно увидеть волны высотой до 10 метров. Мы остановились на пляже Sunset Beach Park, который также известен своей живописной пальмой, запечатленной на многих фотографиях. Но учтите, что забираться на нее нельзя. После просмотров пляжей мы отправились на юг, в сторону отеля. По дороге можно заехать в город Халейва. Это очень популярный городок у туристов, атмосферный, с кафе и пляжами. Там мы остановились только на обед, наткнулись действительно на необычное кафе с котом-кассиром, постояли в пробках, но сам город не разглядывали. Но если вы планируете провести несколько дней именно на севере острова, то там есть множество отелей, где можно расположиться. Еще одно место, которое можно посетить, это ананасовая плантация. Сам вход бесплатный, но если вы хотите покататься на паровозике и походить в лабиринте, то нужно отдать примерно 20 долларов на человека. Если вы с детьми, то точно советую посетить. Мой ребенок остался доволен. Вот такой маршрут на целый день по восточной и северной части острова у нас получился в первый день аренды машины. А сейчас прервемся на рассказ про еду на острове Оаху. А про стоимость отпуска расскажу в конце видео, поэтому не переключайтесь. В районе Вайкики-Бич выбор кафе и ресторанов действительно огромный. Можно попробовать уличную еду из вагончиков, заглянуть в семейные заведения или выбрать что-то изысканное. Мы решили поесть в очень популярных заведениях, где устраиваются. Основной акцент здесь, конечно же, на морепродуктах. Креветки, свежая рыба и блюда из тунца. Важно помнить, что большинство приличных ресторанов открываются ближе к вечеру, около 5 часов. Цены на еду на Оаху варьируются, но в среднем менее чем за 20 долларов на человека плотно поесть сложно. Нам повезло, в отеле был неплохой завтрак, но на обед и ужины нам пришлось потратиться. Расскажу вам про одно место, без которого вы наверняка не обойдетесь. Здесь очень часто встречается магазин, который называется ABC Store. Он вам пригодится в том случае, если вы внезапно проголодаетесь, вам нужно будет купить сувениры или пляжные принадлежности. В том числе здесь можно купить зубные пасты, щетки, очки. В общем, магазин на все случаи жизни. Вот так вот он выглядит. Еще из особенностей у них сейчас проходит
такая программа, за каждые 100 потраченных долларов они дают какие-то небольшие призы. Из интересных и популярных для нашей семьи позиций в магазине, кроме мороженого, был сушеный тунец и такой бутерброд из риса и спама. Да, ребята, именно этому мясному продукту мы обязаны названием спама в наших электронных почтах. Слишком агрессивная рекламная кампания была у них в свое время. Ребята, сегодня второй день, как мы ездим на машинке. Нам удалось на эту ночь припарковать ее на бесплатной парковке. Я напишу название улицы, вдоль которой можно оставить на ночь, и это бесплатно. Единственная проблема – это найти свободное место. Это мой первый опыт езды на Тесле. Я первый раз ее завожу сама. Для этого нужно ключик взять вот этот, засунуть его в специальное место. И что я должна сделать? Так, все, я еду. Ура! Во второй день нашего путешествия мы решили исследовать юго-восточную часть острова. Этот маршрут оказался короче, но все равно запомнился яркими моментами. И к тому же мы обнаружили приятный город, в котором захотелось остановиться для полноценного отпуска. Первой остановкой стала смотровая площадка Халона Блоу-Хоул Лукаут. Отсюда открывается вид на интересные природные явления. Вода, попадая в каменное отверстие, вырывается наружу фонтаном при каждом приходе волны. Нам, правда, повезло меньше, фонтаны были не такими впечатляющими. Если сравнивать с подобным местом на острове Мауи, то это был какой-то детский сад. Зато рядом находился живописный пляж, и мы с Толиком полетали знатно. Вид сверху оказался просто потрясающим. Голубая вода, береговые линии, горы. У меня даже появилась идея облететь гору с другой стороны, но, к сожалению, высоты дрона не хватило. Далее мы отправились к маяку Макапоу Лайтхаус. Чтобы увидеть его, нужно пройти небольшой хайк. Но наш ребенок устал, поэтому мы остановились на обзорной площадке Макапоу Point Vista Point. Там открываются шикарные виды, которые точно стоит увидеть своими глазами. Как называется? Ни Кай. К через Кей. Кай. Beach. Now turn right onto Kalanianail Highway. И Следующей точкой в маршруте стал город Каилуа. Несмотря на то, что это был рождественский день, мы нашли открытое заведение, где вкусно пообедали. Здесь мы попросили гавайскую пиццу, но, ребята, один интересный факт. Гавайская пицца была придумана совсем не на Гавайях. Ее изобрел канадский шеф-повар. И здесь на Гавайях подают что-то самое такое приближенное. Просто пицца, в которой есть ананасы и еще много всего. Гуляя по этому городу, мы поняли, что он был бы отличным местом для спокойного отдыха. Каилуа менее туристический, чем Вайкики. Здесь уютная атмосфера, вся инфраструктура и ощущение тишины и спокойствия. Если вам кажется, что Вайкики слишком шумно для вас, обратите внимание именно на Каилуа. Ребята, хотела с вами поделиться одной особенностью, которую вы обязательно заметите на Гавайях. Вот ребята как раз смотрят на нее. Там у нас курочка роется в листиках. Здесь вы можете увидеть большое количество диких кур на территории всего острова. Есть история того, как они появились. Примерно в 80-90-х годах прошло 2 шторма тропических. И после него были разрушены большинство курятников, которые в то время располагались на острове. Куры разбежались. Со временем они скрестились с местными какими-то красными курами из джунглей. И вот появилась текущая популяция. И вы сейчас сможете увидеть этих пернатых в любых местах. На самом деле здесь возле пляжа, возле тропинки. Мы заезжали на другую сторону острова. Там они тоже находятся. Причем гуляют вдоль оживленных дорог. Так что обратите внимание, это выглядит достаточно забавно. Теперь еще об одном месте, которое стоит посетить на Оаху. Водопад Ваймея. К нему ведет тропа через тропический лес, что делает путешествие особенно увлекательным.
Нам местный таксист посоветовал идти туда сразу после тропического ливня, чтобы водопад был полноводным. Мы, к сожалению, пропустили эту точку в нашем маршруте, поэтому могу вам показать только фоточки из интернета. Теперь, как я и обещала, поговорим о деньгах. Нам удалось сэкономить около $1000 при покупке билетов и бронировании отеля. Билеты мы покупали за 3 месяца до поездки, сравнивая цены на нескольких платформах. В этот раз я впервые купила пакет через Expedia, включающий и билеты, и отель. Удивительно, но этот вариант оказался на $1000 дешевле, чем покупка билетов и бронирования через другие сайты, например, как Costco Travel. Поэтому советую проверять разные платформы и обязательно рассматривать пакетные предложения. Если решите покупать через Expedia, ссылка будет в описании под видео. Теперь посчитаем расходы. Билеты на самолет Сиэтл-Гонолулу и отель обошлись нам в $1450 на человека. Аренда машины $360 на 3 дня. Еда в среднем $20 на человека за один прием пищи. Еще один полезный совет. Если вы используете американскую кредитную карту, арендуя машину, уточните у вашего банка, покрывает ли она страховку. В некоторых случаях это позволяет сэкономить, не оплачивая страховку у прокатной компании. Ах да, ребята, я совсем забыла вам рассказать о нашем опыте с Теслой. Это тоже стало таким своеобразным приключением. Дело в том, что на Вайкике не так уж много мест, где можно зарядить электромобиль. Некоторые зарядки, расположенные прямо на улицу, зачастую не работали. Единственным надежным местом для зарядки оказалась станция недалеко от аэропорта. И еще один нюанс. Если вы решите заряжать машину в отеле, будьте готовы к дополнительным расходам. Там вам придется оплачивать не только зарядку, но и парковку. Несмотря на все эти сложности, нам в принципе хватило 70% заряда, чтобы объехать весь остров. Когда мы возвращали машину, в батарее оставалось всего 20%, за что с нас взяли дополнительный сбор $35. Да, эта сумма вышла дороже, чем если бы мы приехали на эту специальную зарядку, но, если честно, времени у нас уже не оставалось после всех поисков. Так что, если решите арендовать Теслу или другой электрокар, учитывайте эти моменты, чтобы избежать лишнего стресса. Друзья, спасибо большое за просмотр этого видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Мы с моим помощником очень старались, чтобы оно получилось очень красочным, ярким и просто незабываемым. Ставьте, пожалуйста, свои лайки, делитесь своими впечатлениями в комментариях. И до встречи в новых интересных местах нашей планеты. Пока!